В современном мире люди часто следуют традициям и отмечают праздники, не задумываясь об их истинном происхождении и влиянии на духовную составляющую жизни. Представленное исследование, проведенное с помощью метода телепатического чтения информационного поля на канале Alpha Mental, раскрывает неожиданные связи между различными религиозными традициями и их влиянием на человеческое сознание. Телепатическое чтение — это не мистический феномен, а естественная способность человеческого сознания, утраченная в ходе эволюции общества. Эта способность позволяет считывать информацию непосредственно из информационного поля, минуя привычные каналы получения знаний. В древности люди обладали этим даром в гораздо большей степени, что позволяло им лучше понимать природу вещей и событий. Важно понимать, что внутренние конфликты человека часто возникают именно тогда, когда его сознательный выбор противоречит истинному положению вещей. Когда человек следует традициям или религиозным практикам, не понимая их истинной сути, это создает диссонанс между его внутренней природой и внешними действиями. Проведенное телепатическое исследование раскрывает неожиданную связь между современными праздниками, такими как Хэллоуин, и древними религиозными культами. Согласно полученной информации, многие современные праздничные традиции имеют общие корни с древними ритуалами Сатурналей, которые впоследствии были переработаны и адаптированы под различные религиозные и культурные контексты. Ключевые открытия показали: первое. Сатурналии как основа многих современных праздников. Также прослеживается связь между различными религиозными традициями. Обнаружились исторические манипуляции с датами и событиями. Также обнаружена роль и влияние властных структур на формирование религиозных культов. Одним из ключевых моментов в истории формирования современных религиозных традиций стал Никейский собор 325 года. Телепатическое исследование показывает, что именно в этот период произошло намеренное слияние различных культов и верований с целью создания универсальной системы контроля над массовым сознанием. Исследование выявило интересный механизм подмены. Новые религиозные традиции создавались путем тестирования различных подходов, подобно современным маркетинговым стратегиям. Наиболее эффективным оказалось использование концепции миссии и спасения, так как эти идеи резонируют с глубинной потребностью человеческой души в самореализации и духовном росте. Расследование раскрывает существование древних духовных контрактов, влияющих на коллективное сознание до сих пор. Эти контракты, заключенные в далеком прошлом, продолжают воздействовать на людей через религиозные обряды и праздничные традиции. Как это работает? Праздники служат своеобразными порталами, активирующими древние энергетические связи. Участие в ритуалах без понимания их истинной сути создает энергетические привязки. Коллективные празднования усиливают эффект этих связей. Происходит неосознанная передача энергии определенным эгрегорам. В тусклом свете свечей древнего собора тени плясали на стенах словно демоны, вызванные из преисподней. Это был 325 год нашей эры, год, когда произошло одно из самых загадочных событий в истории человечества. В этот год в Никее собрались не просто религиозные деятели. Здесь встретились представители древних магических культов и политической власти, чтобы создать нечто, что изменит ход истории навсегда. История начинается с императора Константина, но не того, которого мы знаем из официальных хроник. За его публичным образом христианского правителя скрывалась темная фигура человека, посвященного в древние мистерии Сатурналей. Он понимал простую истину. Чтобы управлять массами, нужно контролировать не только их тела, но и души. В те времена существовало два основных центра силы – древние магические культы, хранившие тайные знания тысячелетий, и зарождающееся христианство, набирающее популярность среди простых людей. Константин видел в их слиянии ключ к абсолютной власти. История Андроника Комнина
стала одним из ярчайших примеров того, как работала эта система. Законный наследник престола, он стал жертвой сложной игры, начавшейся еще до его рождения. Его мать, княгиня Ирина, попала под влияние темных сил еще во время беременности. Придворные маги и астрологи, среди которых был загадочный Доминик, плели сеть интриг вокруг еще не родившегося наследника. Через сложную систему магических ритуалов и политических манипуляций они создали ситуацию, где Андроник, сам того не осознавая, отдал часть своей души темным силам. Это стало прообразом того, как впоследствии действовала вся система власти через незаметное получение согласия на духовное порабощение. В конце XII века Константинополь был плавильным котлом культур, религий и политических интриг. В центре этой сложной паутины стоял Андроник I Комнин, византийский император, известный своими попытками борьбы с коррупцией и противостоянием растущему влиянию магических культов и организованных преступных структур, проникших как в политическую, так и в религиозную сферы. Андроник Комнин пришел к власти при поддержке тех, кто стремился очистить империю от коррупции. Согласно некоторым источникам, само его рождение было окружено мистическими обстоятельствами. Его матери Ирине пришлось преодолеть магическое вмешательство, чтобы произвести его на свет. Это вмешательство, как сообщается, исходило от тех, кто стремился предотвратить рождение наследника, который бросил бы вызов их власти. Исторические записи показывают, что Андроник был в конечном итоге свергнут и убит своим двоюродным братом Исааком II ангелом. Однако духовная интерпретация предполагает более глубокий заговор с участием древних магических культов, которые долгое время влияли на политику империи. Самым интригующим аспектом этого повествования является то, как смерть Андроника была якобы переосмыслена и использована теми самыми силами, против которых он боролся. Согласно мистической интерпретации, магические культы, столкнувшись с потенциальным восстанием сторонников Андроника, особенно среди значительного еврейского населения Константинополя, разработали гениальную стратегию. Они превратили свою жертву в мессианскую фигуру. Эта трансформация предположительно служила нескольким целям. Новая фигура. Андроника усмиряла потенциальные восстания, придавая смерти Андроника высшую цель. Якобы мессианская цель фигуры Андроника, Мессии Иисуса, создавала новую религиозную структуру, которая могла контролироваться теми же властными структурами. Смерть фигуры Андроника как Мессии Иисуса устанавливала прецедент священного мученичества, который мог использоваться для контроля над населением. Повествование предполагает, что магические культы, действуя через установленные религиозные и политические структуры, создали сложную систему, объединяющую древнее поклонение Сатурну, Сатурналии, традиционные магические практики, новую христианскую символику, политическую власть. Наиболее спорным аспектом этой интерпретации является предположение, что то, что стало христианством, было намеренно разработано для увековечивания поклонения смерти, а не жизни. Крест, традиционно рассматриваемый как символ спасения, переосмысливается как орудие пыток, которому последователи были вынуждены поклоняться. Слияние магии и религии создало уникальный духовно-политический комплекс, который продолжает влиять на общество до наших дней. В его основе лежала простая, но эффективная система. Религиозные лидеры получали политическую власть, а политики использовали религию для укрепления своего авторитета. При этом древние магические практики не исчезли, они были искусно замаскированы под религиозные обряды и церемонии. Яркий пример такой трансформации можно увидеть в том, как языческий праздник Сатурналий плавно перешел в христианские торжества. Внешняя форма изменилась, но суть осталась прежней. Массовые шествия, особые ритуалы, праздничные подношения. По сути, старые традиции просто получили новые названия и объяснения
сохранив свою роль в поддержании существующего порядка. Самое интересное, что эта система дожила до наших дней. Современные религиозные практики, которые многие воспринимают как нечто исконное и неизменное, на самом деле несут в себе отголоски древних магических ритуалов и политических манипуляций. За привычными церковными обрядами часто скрываются гораздо более древние практики, а методы духовного контроля, разработанные много веков назад, до сих пор успешно используются для управления обществом. Это говорит не только об эффективности созданной системы, но и о том, насколько глубоко она укоренилась в человеческой культуре. Человек, понимающий эти механизмы, начинает иначе смотреть на привычные религиозные традиции. То, что раньше казалось простым проявлением веры, оказывается частью сложной системы контроля, созданной много веков назад умелым сочетанием политической власти, религиозных догм и древних магических практик. Хотя эта интерпретация исторических событий значительно отличается от общепринятых исторических версий, она предоставляет интригующий взгляд на взаимоотношения между властью, религией и магией в средневековом мире. Она предполагает, что границы между магией, религией и политической властью были гораздо более размытыми, чем указывают традиционные истории, и что современные религиозные практики могут иметь корни в сложных политических и магических практиках прошлого. Этот анализ представляет альтернативную духовную интерпретацию исторических событий и должен рассматриваться наряду с традиционными историческими версиями для полного понимания периода. Особую роль в этой системе играли праздники. Каждый крупный религиозный праздник имел двойное дно: внешнюю, общедоступную часть для масс и скрытую магическую составляющую для посвященных. Дохристианские сатурналии не исчезли, они просто надели маску христианских праздников. Хэллоуин, так же как и христианские Рождество, Пасха, все эти праздники стали своеобразными порталами, через которые правящая верхушка могла черпать энергию масс. Когда люди участвовали в праздничных ритуалах, они неосознанно подпитывали эту систему своей духовной силой. За видимой церковной иерархией скрывается другая, тайная структура власти, где переплетались магические культы, политические интриги и религиозные догмы. На вершине этой пирамиды находились люди, называвшие себя понтификами престола Сатурна. Они управляли как религиозной, так и политической властью, и продолжается так и до сегодня. Эта система была построена по принципу матрешки. Каждый новый уровень посвящения открывал более глубокий уровень истины, но истины искаженной, ведущей все дальше от божественного света. Высшие иерархи знали, что они служат не Богу, а совсем иным силам. Система работала и продолжает работать на нескольких уровнях одновременно. На физическом уровне это сеть храмов, монастырей и административных зданий. На энергетическом – сложная структура эгрегоров, питающихся энергией верующих. На духовном – это система контрактов и обязательств, привязывающих души людей к темным силам. Каждый раз, когда человек участвует в ритуале без понимания его истинной сути, он невольно становится частью этой системы. Это похоже на подписание контракта, не читая его содержания. Особенно эффективно это работает через массовые празднования, где коллективная энергия многократно усиливает эффект. За кулисами видимой власти стоят фигуры, чьи имена никогда не появляются в официальных документах. Они – хранители древних знаний о манипуляции сознанием, эксперты по управлению массами через страх и веру. Их сила заключается в умении играть на самых глубинных страхах и желаниях людей. Подобно древним магам, они знают, что самое эффективное рабство – то, которое раб считает свободой. Поэтому они создали систему, где люди добровольно отдают свою духовную силу, думая, что служат высшим целям. Но у этой темной истории есть и светлая сторона. Сама по себе душа человека не подвластна тьме. Любые контракты и обязательства можно разорвать через осознание и волевое решение.
каждый человек имеет право и возможность вернуть себе свою духовную свободу. Первый шаг к освобождению – это понимание истинной природы вещей. Когда человек начинает видеть механизмы манипуляции, они теряют над ним власть. Именно поэтому система так тщательно скрывает свои истинные цели и методы. Сейчас мы живем в эпоху Великого Пробуждения. Все больше людей начинают видеть истинную природу власти и религии. Древние механизмы контроля начинают давать сбой, потому что люди массово пробуждают в себе способность к развлечению истины. Каждый, кто читает эти строки, стоит перед выбором остаться в системе духовного рабства или начать путь к истинной свободе. Помните, настоящая духовность не нуждается в посредниках. Божественный свет доступен каждому напрямую, без ритуалов и иерархии. Истина сделает вас свободными. Эти слова, приписываемые Иисусу, приобретают новый смысл, когда мы понимаем, от чего именно нам нужно освободиться. Может быть, именно поэтому эта фраза сохранилась даже в искаженных текстах, как маяк надежды для тех, кто готов видеть правду. Осмысливая механизмы влияния древних культов на современное общество, важно понимать, осознание этих скрытых воздействий – это первый и важнейший шаг к внутреннему освобождению. Каждый человек от рождения наделен удивительной способностью различать истину и отделять ее от искусственно навязанных убеждений. Эта врожденная способность может быть восстановлена через развитие осознанности, тщательное очищение сознания от внедренных программ и восстановление глубинной связи с собственной душой. В этом контексте особенно важно понимать природу телепатического чтения. Это не какой-то мистический или сверхъестественный дар, а совершенно естественное состояние человеческого сознания. В древние времена люди активно использовали эту способность, получая прямой доступ к информационному полю Вселенной. Это позволяло им понимать истинную природу происходящих событий, безошибочно различать правду от манипуляций и принимать по-настоящему осознанные решения. Практика интуитивного познания, которая неразрывно связана с телепатическим чтением, позволяет человеку постепенно восстановить эти природные способности. Когда мы начинаем доверять своей интуиции и развивать естественную чувствительность к информационному полю, мы возвращаемся к своему исходному состоянию существа, способного самостоятельно различать истину и ложь, добро и зло, не полагаясь на внешние авторитеты и навязанные системы верований. В современном мире, где древние системы контроля продолжают влиять на наше сознание, особенно важно найти путь к истинной духовной свободе. Для освобождения от влияния эгрегоров и восстановления своих природных способностей необходимо осознанно подходить к участию в различных праздниках и ритуалах, развивать критическое мышление и интуицию. Важно не просто следовать традициям, а понимать их историческое происхождение и истинное значение. Чтобы вернуть себе естественную способность различать истину, нужно научиться прислушиваться к внутреннему голосу, практиковать медитацию и самонаблюдение. Развитие чувствительности к тонким энергиям, осознанное проживание каждого момента и укрепление связи с природой – это ключевые шаги на пути к восстановлению своих природных способностей. Мы находимся на пороге важных изменений в коллективном сознании. Все больше людей пробуждаются и осознают необходимость возвращения к истинным духовным ценностям. В этот важный момент трансформации я хочу предложить вам уникальную возможность разорвать духовный контракт на порабощение души на сеансе телепатического чтения у Виктории Высочанской. Как опытный коуч и ментор с редким даром телепатического видения, Виктория помогает людям освободиться от многовековых программ контроля и вернуться к своей истинной природе. Помните, каждый из нас имеет не только право, но и ответственность вернуть себе способность к прямому восприятию истины. Это наш долг перед собой —
своими близкими и будущими поколениями. Истина находится не во внешних ритуалах и традициях, а в глубине вашей собственной души. Прислушивайтесь к себе, развивайте свои естественные способности и делайте осознанный выбор в пользу света, гармонии и истинного духовного роста. И если вы чувствуете готовность сделать этот важный шаг, телепатический сеанс с Викторией Высочанской может стать для вас началом пути к подлинной духовной свободе.